Приветствую всех, кто смотрит мой канал. Ну вот, друзья, выросла уже наша горчичка, и надо принимать решение, что делать с ней дальше. Возможны варианты. Это запахать на зиму или оставить до весны как есть. Ну а теперь давайте вместе порассуждаем, в каких случаях горчицу лучше оставить до весны. Ну, первое, это когда горчица недостаточно успела вырасти, и у нее есть время подрасти. Она легко переносит морозы, где-то до минус 5 градусов. Но, во-вторых, когда почва песчаная, и горчица защитит ее от выветривания. В-третьих, когда почва страдает от вымывания питательных веществ, обильных осадков на неровных участках, в том числе на склонах. Ну и в-четвертых, в районах, наверное, где низкая температура зимой и мало осадков в виде снега. Ну, как вы видите, в моем случае, из-за продолжительных дождей в сентябре-октябре месяце горчица выросла достаточно высокой, местами даже более метра. И выветривание, вымывание почвы на участке пока не грозит. Да и зимы относительно мягкие. Так что в таких случаях я так думаю, что горчицу буду запахивать осенью. Учитывая, что горчица достаточно высокая, я ее измельчаю триммером, а потом буду запахивать плугом. Что еще хочу сказать, что в этом году довольно обильная масса горчицы получилась. Что мне даже удалось ее перераспределить даже на те участки, где до поздней осени выращивались овощи, помидоры, свекла, морковь, ну и другие. Так что вот где-то так у меня получается. Чуть больше часа ушло, чтобы измельчить или скосить всю горчицу, и участок уже готов к спашке. Спашку буду производить плугом, который приобретался вместе с мотоблоком Нева еще 17 лет назад. В то время выбора мотоблоков и плугов особо не было. Но плуг имеет регулировку угла атаки, а это и есть глубина вспашки, и угол наклона плуга. Но об этом поговорим, если надо, в другом видео. Отнести этот плуг к оборотному не могу, так как отвал у него почти ровный, и вспашка будет довольно сложная. Ну, как видите, еще, что уже отвал, нижняя пластина вместе с полевой доской достаточно отшлифована, отполирована. А это уже залог успеха. Появился сейчас у меня и другой плуг, полувинтовой, именно для осенней вспашки. Но его надо доработать, отшлифовать или отполировать поверхность. Да еще непонятна линия отреза отвала. Ну, об этом не сейчас, это как раз работа на перспективу. А сейчас, в связи с тем, что в ближайшее время ожидается снег и дождь, то надо ловить момент, и вспахать надо немедленно своим старым плугом. То и так сейчас земля уже как пластилин от дождей, которые идут с конца сентября весь октябрь. Зато за все лето такого еще не было, прошел только один дождь. Ну, пашу в этот раз в свал, так как в прошлом году спашка производилась в развал, и посредине участка была впадина, которая частично я выравнивал бараной и фрезами. Ну, как видите, мотоблок на нивовских колесах диаметром 16 дюймов и сельскохозяйственных шинах F122 идет легко на первой повышенной передаче. Ремень одет на самой большой ручейшке во двигателе. Газ выше среднего, в сторону никуда не тянет, идет сам. На мой взгляд, спашка меня не совсем, конечно, удовлетворяет. Не хватает впереди плуга, отрезного диска или ножа. Поэтому часть скошенной горчицы иногда тянется впереди отвала, а там просто свалится уже на перевернутую почву и таким образом остается сверху. Так что есть еще над чем поработать в перспективе. Ну, прогулка с мотоблоком на этих колесах при вспашке одно удовольствие. Даже разворачиваться в правую сторону при отсутствии тяги на левом колесе при его разблокировке, если вы посмотрите, не предоставляет никакого труда. Ну, а теперь, пока
пашет наш мотоблок сам, давайте еще вместе подумаем, что дополнительно еще дает вспашка горчицы осенью. Ну, во-первых, получаем удобрения, которые происходят при распаде зеленой массы в горчице под слоем почвы. Особенно тогда, когда на улице влажная и плюсовая температура еще. Ну, во-вторых, сохранение почвы оптимальной влажности, наличие корма для дождевых червей и готовых домиков для них, так как стебля горчицы трубчатая. А это значит, что в почве будут благоприятные условия для их размножения, и почва естественным способом будет рыхлиться. И заработает, как я называю, биоплуг. Ну, кроме того, осенняя вспашка нарушит нормальный режим зимовки вредителей, что приведет их, конечно, к частичной гибели. Ну и, наконец, наверное, вспаханная почва на зиму лучше задержит снег, питает влагу, а ранней весной легче будет пройти почву бараной, защитив ее от растрескивания. Таким образом, сохраним запас влаги для последующего выращивания урожая. Я думаю, у вас самих тоже будут какие-то еще, может, предложения, замечания. Ну, при вспашке этого участка размером около 9 соток время ушло где-то 2,5 часа. Ориентировочное расстояние, которое с ним прогулялся, это где-то 4,5-5 километров. Ну, как видите, вспашка произошла уже вовремя. На утро пошел снег с дождем, потом перешел этот снег с дождем в сильный ветер. Ну, наверное, многих еще будет интересовать, какая глубина вспашки. Значит, глубина вспашки в пределах 15-18 сантиметров, а ширина захвата плуга за один проход в пределах 20 сантиметров. Ну, исходя из этого, я посчитал, с какое расстояние я прогулялся с этим плугом. Жду от вас комментарии, замечаний, предложений, и с удовольствием их приму к рассмотрению. Желаю всем успехов, удачи. Хорошо сохранить и использовать по назначению выращенный урожай этого года. Перспективы, новые видео о работах в саду и в огороде. До встречи на канале, дорогие друзья.